Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, если кто не знал. И это Макс. Максик. Ладно, в общем, пусть сам определяется, с нами он останется или уйдет. Друзья, пока я не забыла. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Я там выкладываю более оперативно все про ароматы, про наших любимых котов и кошку, естественно, про жизнь в Испании. Поэтому подписывайтесь и не забудьте воспользоваться моим промокодом в интернет-магазине Рандеву, если будете что-то заказывать. Мне очень нравятся travel-версии, точнее это от Леванта называется, но они выглядят просто как фирменные travel-версии. Вот. Просто. И с ними ничего не происходит, они вот тут вот завальцованы, поэтому не выпаривается, не выливается, не протекает ничего. Это просто идеально. И то, как это выглядит визуально, да, эстетически, мне тоже очень нравится. И, конечно же, там есть новинки, очень часто то, что еще не приехало в другие магазины, там можно найти. Переходим к ароматам. Начнем с аромата, который точно вызывает у многих вопрос, чем от вас так вкусно пахнет. Он такой классный, я так долго его ждала. Я познакомилась с ним весной. Это новинка 2024 года, не буду томить. Это Black Opium Over Red. Но я весной не могла его носить, потому что он отлично подходит на холода. А у нас было уже где-то плюс 25 весной, когда вот он вышел, и, соответственно, как-то он был не в кассу, не открывается он так красиво, не звучит вот этой классной вишней. Давайте откроем поскорее. В общем, я его ждала погоду, чтобы можно было его купить и сразу использовать, да, чтобы он не лежал и не томился. И я не томилась. Ой. Это мой первый Black Opium. Я не скажу, что мне прям вообще чем-то отталкивает Black Opium, но он меня не цеплял. Мне этот аромат нравился как база. Сладкая, ванильная, чуть-чуть с кофейными оттенками. Мне всегда хотелось, чтобы было в нем что-то еще. И все версии, которые выходили, я надеялась, всегда подходила к новой версии. И наконец-то свершилось. Божечки, давайте. Я думаю, все знают, да, этот флакон. Он сейчас выглядит на камере просто как будто бы темный флакон. Он красивого вишневого цвета. Так, ты что, не хочешь открываться? Открывайся. Ой, ура. Давайте быстрее брызнимся. Да, это конфета с начинкой из вишни, такой уже немножечко проконьячной, с коньяком. Придумала слово. Вишня, пропитанная коньяком. То есть это не свежая такая черешня, да, а которая была когда-то свежей, но вот в конфете она уже с коньяком. И что самое классное, этот аромат сохраняется. То есть, да, он к базе становится такой, ой, как круто, ой, как классно. Становится более ванильным, более таким похожим, да, на Black Opium, но эта вишня остается. Я бы его не хотела, если бы вишня не осталась. Потому что я говорю, для меня база Black Opium, она такая классическая, люксовая парфюмерия. Вот такая, которую сразу чувствуешь, думаешь, это что-то люксовое. А вот это нет. Это прям с характером. Все, друзья, я не знаю вам, как по-другому описать. Узнается ли тут Black Opium? Да, узнается, но вот именно как к базе, да, как база классная, ванильная, сладкая база. Но конфета — это что-то. Давайте расскажу вам про другие ароматы, которые у меня здесь скопились. Гурманские. Я на самом деле вообще гурманику не очень любила раньше. Но так как я долго парфманьячу, мне, конечно, стало интересно что-то, я что-то заказывала, покупала, и как оказалось, у меня их довольно много. Я вообще думала, я наскребу там 4-5 ароматов.
Все, давайте. Это у меня travel версия. Это One Umbrella for Two от Floraico. Это черничные печеньки. К базе аромат становится более мускусный, но мускус тут такой, я бы даже сказала, что он чистый мускус, то есть тут нет какой-то деревяшечности, нет какого-то откирки, ни в коем случае нет, он скорее чистый. Но вот эти черничные печеньки, они сохраняются. Единственное, что я сначала этот аромат вообще не поняла, он мне какой-то резиной, чем-то пластиковым вначале отдавал, а теперь я почему-то вообще это не чувствую. Не знаю почему. Ну, честно говоря, на горячей коже этого вообще нет. А на холодной коже эта нота уходит быстро, если тепло на улице. Так, давайте дальше. Дальше мой любимчик. Кажется, что, вроде бы travel-версия. Чем ты хвастаешься, Вика? Я хвастаюсь, что я очень часто им пользуюсь. Но для меня даже travel, который закончится, это просто фантастика. У меня вообще ничего не заканчивается. Потому что я почти каждый день новый аромат ношу. Так, а вот этот вот, я часто повторяю, это сливочное мороженое в вафельном стаканчике. Это кожа, тут есть кожаный аккорд и ваниль. Ваниль гурманская, но за счет вот этого сочетания с кожей, и тут есть даже ут в нотах, она не скатывается прям в какую-то вообще как кондитерская, как вот пищевая. Нет. Она вкусная, так про нее можно сказать, но она именно звучит классно и дорого. Дальше. Тоже моя новинка. Это Лира от Ксержов, серия Касамарати. Это лаванда на старте, ваниль. Тут еще есть лакрица. И вот это вот сочетание с лавандой, ванили с лавандой и чуть-чуть такой горчинкой лакрицы, это тоже, опять же, не дает ванили скатиться, в какую-то такую очень-очень пищевую, да. И тут еще есть корица. Аромат тоже очень-очень вкусный. Он вот для меня это все-таки больше в гурманику, но опять же, да, за счет лаванды это все-таки аромат, это парфюм. Просто иногда есть прям, знаете, печеньки, шоколадки и так далее. Вот сейчас я вам как раз о них расскажу. Это Жан-Поль Готье, а «Скандал» — это версия By Night. К сожалению, аромат снят с производства. Я вообще не понимаю, как можно было снять его с производства. По какой такой причине? Это печеньки, как я сказала, шоколад, белый шоколад, сладкий-сладкий, карамельки, сахар и сироп вишневый. Опять же, да, вишня. Прям очень хорошо чувствуется здесь вишневый сироп. Таким оттенком немножечко придающим аромату какую-то темную ауру. Правда, вот By Night очень подходит этой версии. Классическая версия, конечно, тоже классная, но мне нравится с вишней. Хотя я не скажу, что я прям вот сильно фанат вишни, да. Мне она не часто прям вот, я не собираю там вишневые ароматы, но иногда в некоторых ароматах она просто шикарна. Обычно в очень-очень сладких вот эта кислая вишня, она просто вытягивает весь аромат. Я люблю сладкие, но приторные, есть какая-то грань. И вот вишня вот такая, она обычно вытягивает аромат. Так, дальше. Это Монталь. Наверное, все знают, этот аромат шоколад Криди. Это шоколадное печенье в первую очередь для меня. Это не прям вот шоколад, да, в чистом виде, горький, например. Нет, это шоколадное печенье, вообще какая-то кофейня, но который пахнет свежеиспеченными печеньками все-таки, а не кофе. И ваниль. Тут очень много ванили. Например, у меня муж, когда я этим ароматом пользуюсь, он всегда говорит, опять какой-то ванилью набрызгалась. Почему-то для него шоколад здесь в какой-то слепой зоне находится. Но я и прекрасно чувствую. Но опять же, да, говорю, что именно
как печенье. Несколько раз повторила. Так, еще один аромат. Это The House of Wood Keep Laced. Аромат про манго, про свежее манго с таким хвойным аспектом, сладкое манго. Но предупреждаю, тут база, и она вот не всем подходит. Я могу этот аромат носить летом в жару. Может показаться странно тем, кто его знает, потому что он очень густой, он очень-очень насыщенный, но на мне в холод вылезает вот эта вот база какая-то, не совсем амбра-деревяшистая, но вот туда вот ближе к амбра-деревяшкам. А еще, что самое плохое, она заглушает вообще манго, вообще все ноты, и вот звучит только она. И это похоже на просто какой-то как будто бы такой восточный парфюм, среднестатистический. Его специфика, да, вот этого манго, даже с хвойным оттенком здесь манго. Есть такой сорт манго вообще, натурально звучащий. Ну вот, и, короче, пропадает вообще вся его эта специфика, и звучит только эта база. Это, к сожалению, потому что казалось бы, что этот аромат должен быть идеален именно на холода. Но вот если у вас горячая кожа, я думаю, что вам, скорее всего, он даже больше зайдет в холод, чем в жару. Ну, в жару, я думаю, вы просто найдете что-то поинтереснее для себя, чем этот. Мне, я просто часто в жару ношу те ароматы, которые я знаю, что открываются красиво на горячей коже. Я просто пользуюсь возможностью и ношу их именно в жару. Следующий аромат — это Грити Туту Бланк. Это фрукты, это... Я вот слышу тут яблоко, очень такое яркое, оно и кислое, оно и сладкое, но у аромата сладкая база. Он очень громкий, он очень шлейфовый. И вот версию Туту Бланк я ношу зимой, ну, в общем, в холод. А просто Туту, да, в розовом флакончике я ношу летом, потому что они очень похожи по звучанию, но они разные по техническим характеристикам. Туту в розовом флаконе, он просто супер громкий, супер шлейфовый. Его зимой, мне кажется, вообще ты наденешь, и вот ты примерно 1 квартал, да, ты будешь ароматизировать, если будешь в нем идти. А этот нет, он тоже супер громкий, но именно зимой, в холод. Летом он потише звучит. Поэтому вот у меня 2 версии. Но опять же, да, вот мне вот этих 15 миллилитров хватит навсегда. 1 пшик и просто супер шлейф, супер стойкость. Мне вот, если в целом, напоминает яблочную пастилу. Она, знаете, такая и кислая, и сладкая одновременно. Хотя тут много-много всяких фруктов. По-моему, тут даже есть клубника. Не помню. Но для меня почему-то звучит вот именно яблоком. Но опять же, да, это ни в коем случае не вот это вот зеленое яблоко от Нина Рич, нет. От Доны Каран, нет. От Доны Каран точно. Вот нет, для меня звучит не этим яблоком, а для меня звучит именно пастилой. Пальп от Байреда. Я этот аромат купила зимой, когда мне хотелось фруктов, таких сочных, очень-очень зрелых. И здесь я их нашла, и здесь еще есть кардамон. Кардамон придает этому аромату, он не делает из него какой-то обычный фруктовый аромат, он придает ему яркости, и вот именно он придает ему вот это вот ощущение, которое у меня всегда было, картинку точнее. Аромат как будто переносит в Таиланд на рынок, где продают фрукты, и, может, какие-то специи, может, и кардамон, да, наверное, как раз-таки он там может быть. И вот это вот в целом просто меня переносит куда-то в жаркую страну. Тут есть, кстати, красное яблоко, но я почему-то это чувствую как тропические фрукты. Интересно, да? Указаны фрукты, я чувствую только яблоко. Тут есть яблоко, я вот просто чувствую фрукты тропические. Ой, понапридумывают этих нот, эти маркетологи. Rose Fire от Hermetica. Это аромат про клубничное варенье, хотя тут заявлено роза, давана и фиалка.
Но я чувствую это как клубничное варенье. Да, возможно, вы варите клубничное варенье, и рядом стоит букет роз, свежих роз. Или вы кидаете эти лепестки в клубничное варенье. Вот какая-то такая картина. Давана, кстати, может придавать аромату как зеленые оттенки, так и клубничные, красноягодные. И мне кажется, вот в сочетании с розой, наверное, это все и приводит вот к этому ощущению варенья, даже пенки клубничного варенья. Вот он, кстати, и летом хорошо носится, потому что в нем есть зеленые аспекты. Все-таки они есть. И они громче звучат в холод. И, кстати, розы звучат громче в холод. В жару очень быстро вот эти вот розы куда-то уходят, и прям пенка клубничного варенья сладкая. А зимой он чуть-чуть позвонче звучит. Perfume Sax. Аромат называется Кораль. И это много ванили, фиалка и ирис. Ирисовая пудра. Аромат, знаете, какой-то как будто даже немножечко детский. Он тут есть как будто бы аспект леденцов, но в то же время он пудровый за счет, наверное, ириса и фиалковый. Вот такое сочетание. И когда ты его пробуешь, ощущение, что это что-то очень знакомое, ты как будто бы это уже где-то слышал. И даже не в плане парфюмерии, а в плане вот этих вот сочетаний, да, вот эти вот леденцы, фиалковые, может быть, есть такие, нет. Вот это пудра ирисовая, это ваниль, как будто бы это все где-то ты слышал, и вот это вот здесь вот все в одном флаконе собрано. И аромат немножечко такой, ну, детский, непосредственный, веселый. Макс грызет штатив. Иди ко мне. Иди ко мне, покажемся людям. Ой, так, кто помнит этого маленького котеночка? Как, посмотрите, в какого он превратился. Давай просто покажем, я тебя отпущу. Превратился в тигра. Какого большого тигра превратился мой малыш. Че моя сладость. Так, убежал от нас Макс. Продолжим. Что я говорила? В общем, аромат непосредственный, веселый, детский. Он придает такое беззаботное настроение, создает, точнее. Не знаю, каким образом, но лично я, когда его надеваю, кажется, все проблемы ушли. Я вновь беззаботна, и меня ничего вообще не колышет. Так, давайте дальше. Дальше это аромат от Avon. У меня вообще немного ароматов от Avon, но этот очень классный. Это First Date of Turkish Rose. Это аромат про розу. Но она как будто бы, эта роза, с рахат лукумом. Таким сладким, фруктовым, прям посыпанный вот этой вот сахарной пудрой, с орешками, может быть, даже. Ну, то есть прям гурманика. Ну и, опять же, и роза. Это чем-то напоминает Rose Fire. Но они разные. Но вот эта вот похожесть именно сочетанием сладкой гурманики джема или рахат лукума и розы, вот это вот их объединяет. От Левант от моей Ульяшки. Даже уже боюсь говорить, Ульяшка — это моя невестка, это все время рождают у меня в комментариях какие-то споры. Невестка — это жена брата и жена сына. Вот, друзья. В моем случае это жена брата. Я проверяла, если что, в Википедии, читала другие статьи. Я точно уверена, 100%, я в этом уверена. Так что не пытайтесь там что-то как-то исправить. Вот, ну, что есть, то есть. Это, господи, Bitter Peach от Тома Форда. Персик немножечко алкогольный, и на мне он запудривается в самом начале. Это так круто, это так необычно.
Он пряный к базе, в аромате есть пряности, он теплый, он просто шикарный на холода, шлейфовый, очень комплиментарный, очень-очень-очень классный аромат. И остались ароматы, тут такое сочетание холодных верхних нот, даже зеленых, и теплых маршмеллоу, зефирки, что-то молочное, сливочное. Вот 4 аромата, раз, два, три, 4 аромата объединяет вот эти вот все черты. Первый — это Yes I Do от, господи, от État Libre d'Orange. Это ландыш в начале и зефирки в базе, ванильные зефирки. И знаете, такое ощущение, я поняла, картинка у меня родилась, как будто бы на свежевыстиранных белых простынях. Прям вот они от чистоты скрипят, хрустят, что они там должны делать. Я ем зефир. Зефир такой сладкий, вкусный, ванильный. И это классное сочетание чистоты и сладости. Я этот аромат, я его купила, я его хотела, но я его не очень понимала. Сейчас тут уже меньше половины осталось. Я долго его пыталась понять, потому что это сочетание у меня как-то не объединялось в одну картину. Но со временем они сошлись все в одной точке. Еще один аромат. Здесь вместо ландыша флёр де оранж. Здесь флёр де оранж. В аромате есть какая-то пудровость, даже больше по структуре, да, это не косметическая пудра. Возможно, тут сахарная пудра, потому что аромат сладкий в базе. Вот здесь вот маршмеллоу, здесь зефир, здесь ваниль. И немножечко как будто жженого сахара. Есть такой аспект. Вот аромат тоже универсальный, он и зимой, и летом просто открывается по-разному. Летом быстрее доходит до базы, аромат послаще, а в прохладное время года вот эти верхние ноты звучат дольше. Так, и еще 2 от Леванта. Кстати, от Леванты от Рандеву. Это Kilian Kissing Burns. В общем, киссинг его все называют. Это снятый аромат, и представляете, он продавался в отливантах на Рандеву. Это обычно снятые продаются за кучу денег, ну, так они и стоят на Рандеву. Но отливантов вообще я практически никогда не встречала, а тут они есть. Это супер круто. Это аромат про ландыш в верхних нотах, и молочность, сливочность, опять же, зефир, сладость в базе. Но он сильно отличается от, вот опять же, да, по описанию похожи, но по звучанию совершенно разные. Здесь вот это вот ландыши и вот эта вот свежесть в начале, они довольно быстро уходят, а база очень сладкая и даже какая-то немножечко как будто жирная. Поэтому они не похожи, вот эти ароматы. Но мне нравится это сочетание. Но аромат, он можно сказать, что он мог бы быть приторным, если бы не вот это вот начало. Вот это вот начало ландышевое. И знаете, что как будто бы есть еще зеленые ноты, и как будто вот здесь к ландышу присоединяются вот эти сладкие ноты, и все перемешивается. А, допустим, вот в этом аромате, в Yes I Do, не перемешивается. Тут как-то отдельно ты слушаешь эту чистоту простыней свежевыстиранных и отдельно сладость маршмеллоу, зефира и так далее. А здесь как будто это все в итоге смешивается. И еще один аромат Мема от Синтра. Нет, Синдра от Мема. Это в начале зеленые ноты. Здесь есть... Я забыла, как называется эта нота. Вот я не вспомню. Она сейчас вылетела у меня из головы. Зеленый лемонграсс, по-моему, тут есть. Или нет? Питет Грейн тут есть. Вот, точно. Такой зеленый Питет Грейн. И база сладкая. Зефир, маршмеллоу, что-то там, ваниль, по-моему, ну, в общем, все, весь набор.
И вот этот вот контраст, он сохраняется на протяжении звучания всего аромата. И база тут такая довольно-таки приторная и даже, опять же, жирненькая. Чем-то вот они похожи с кисинг, вот этим вот. Но здесь вот эти зеленые верхние свежие ноты не смешиваются. Они, опять же, да, как-то идут параллельно. Ты то слышишь больше шлейф вот этот зеленый, то вот этот сладкий, приторный даже немножечко есть. Это жирненький, как будто бы это есть. Это может отпугивать, отталкивать от этого аромата. Это да. Но если вам нравится такое, то я думаю, вы будете просто в восторге, да, если вам нравятся такие контрастные ароматы. Так, ну все. Вот такая у меня получилась подборочка ароматов. Гурманских в основном, да, вкусно пахнущих, вот так бы я сказала, ароматы, которые вызывают вопрос, чем от вас вкусно пахнет. Вот, друзья, делитесь в комментариях своими любимыми гурманскими ароматами или с гурманскими нотами, да, не обязательно он должен быть вот весь, как съедобная печенька, не обязательно. Все, спасибо вам, что вы были со мной, что заглянули на канал. Я желаю вам хорошего настроения. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.